Всем привет! В сегодняшнем видео без лишних слов пощекотим себе нервишки вот такими вот странными пузырями. Я расскажу, что это, почему вылезло и сделаю приятно этим ножкам. Вот есть нога, и видимых проблем на ней вроде как и нет. Но если присмотреться и прищупаться, то можно найти кое-что интересное на плюсневой части стопы. Возможно, кто-то из вас уже сталкивался с такой проблемой. Проявляется она особенно в жаркое время года. Появляются зудящие пузырьки, наполненные прозрачной жидкостью. После того, как вы активно почешете, они лопаются и оставляют красный след. Чаще всего появляется на коже пальцев, рук и стопы. И бяка такая называется – дисгидроз. Причины и патогенез на сей день так и не выявлены. Но наиболее подверженными дисгидрозу являются люди, склонные к потливости и неустойчивые к стрессам. Ведь из-за неполадок в вегетативной нервной системе иннервация потовых желез в ладонях и стопах нарушается и появляются симптомы дисгидроза. Так что, ребятки, держим свои эмоции под контролем. После поставленного врачом диагноза, после купирования обострения, в стадии ремиссии человек уже пришел ко мне. Если трогать, щупать, наступать, оно не вызывает никаких дискомфортных ощущений. Это исключительно визуальный дискомфорт. Ну вот хочется клиентке, чтобы ножки были идеальные. Вообще она срезала это все сама, но раз пришла на педикюр, то давай, мастер, делай все. Изначально мы берем влажное полотенечко и протираем ногу, обе ноги. А вообще перед процедурой я даю влажные салфетки клиенту, которые сами вытирают свои ноги. Ведь пока клиент дойдет, даже если ноги мытые, они все равно побывали в обуви, в носках и, трогать хочется чистые ноги. Дальше берем кожный антисептик, обрабатываем ножки клиента, свои ручки в перчатках и все рабочее место. Это делаем при клиенте. Пшик-пшик на ножки и пошли выглаживать стопу клиента. Добиваемся полного расположения и доверия от клиента. В обычных интернет-магазинах или магазинах масс-маркета не покупайте антисептики, они должны быть сертифицированы. Либо вы купите обычную водичку с запахом. Итак, наша рабочая поверхность на сегодня это нога, вернее стопа. И проблемное место сейчас мы увеличим и рассмотрим поподробней. На стопе есть шрам. Он остался после больнички, когда убирали стержневую мозоль с помощью лазеря. И когда нажимаешь на этот шрам, то клиент испытывает дискомфорт. Поэтому думайте, каким способом лучше избавиться от стержневых глубоких мозолей. Но у нас не эта проблема. Сейчас мы смотрим на пузырьки. Пузырьки, как я говорила, уже в стадии ремиссии, то есть кожа уже более огрубевшая. Визуально это, конечно, не очень симпатично смотрится. Особенно это неприятно, когда в распаренном виде. Но в распаренном покажу немного погодя. Сейчас все же рассмотрим подробнее всю стопу. Визуально все чисто, в некоторых местах еще виднеются следы от этих пузырьков, но они не такие крупные, как в этом очаге. А зачем же мы рассматриваем всю стопу, если есть проблемное место? Это делается для того, чтобы не пропустить какую-то проблему типа бородавки и чтобы во время обработки не разнести вирусняк по здоровым частям. То, что доктор сказал, то, конечно, хорошо. Но мы для себя должны убедиться еще раз, что это не какая-то другая проблема. Поэтому щупаем, нажимаем, сдавливаем по бокам и проверяем, нет ли боли у клиента. То есть нету там чего-то глубже. После такого общупывания и обмацывания я все же слышу в ответ, что ничего не болит. И это замечательно. Также обязательно рассматриваем и вторую стопу, ведь педикюр-то делаем на обеих ногах. На этой стопе есть некоторые места, где остались небольшие следы от дисгидроза, но явных очагов нет. Пощупали, помацали и набираем в ванночку для ног. В теплую воду можно добавить какое-то ароматное мыльное средство. Но так как дисгидроз очень близок к экземе, а также причиной может являться аллергия, то средство, которое вы добавляете, обязательно должно быть щадящее, не химическое, желательно натуральное или гипоаллергенное уходовое средство. Если такого нет, то ничего в воду не добавляйте. Вода отлично справится и самостоятельно.
Ну вот и когда водичка справилась со своей обязанностью и все размокло, размочилось и распухло, все проблемные места вылезли наружу. И посмотрите, какая красота появилась. Вот на пяточке тоже были пузырьки дисгидроза, которые расчухались, и со временем кожа слазит. Вот так выглядит кожа с линькой. Чем больше пузырьков, чем больше поврежденный участок, тем больше будет слазить кожа. И вот эту вот шлепанку надо сейчас срезать. Убирается это все точно так же, с тем же принципом, как убирается любая сухая мозоль или натоптыш. Просто срезаем по контуру, как и кутикулу. Срезаем либо глазками, либо щипчиками с удлиненным режущим полотном. Поставили полотно, зажали, потянули вниз. Опять продвинулись вперед, зажали и потянули вниз. Так работаем по контуру. С пузырьками делаем то же самое. По кругу прошуршать и убрать сухую кожу. Ведь центр, как вы видите, он и лопнувший, и срезанный самой клиенткой. Инструментом глубоко не уходим, просто срезаем вот эту вот размокшую часть. Она отличается по цвету и хорошо видна. Работаем тем же инструментом. Угол наклона приблизительно 45 градусов. И работаем по кругу, солнышком или зубчиками, кому как нравится. Делаем небольшой шаг и надрез. Шаг и надрез. Здесь момент работы я заблюрю, потому что наш YouTube может посчитать, что это шок-контент. Так вот, чтобы вас сильно не шокировать, эту сцену я заблюрю. Когда по контуру проработали, дальше необходимо параллельно стопе, без углубления, дойти от края до края, просто снять эту шляпку. Подчищаем, где неровно срезали, и переходим к следующему пузырю. Работаем точно так же. Продолжаю работать в том же темпе на других участках. Гундосить не буду, так как вы слышите, что человек заболел. Если будет что-то интересное, я вклинюсь в видео и озвучу еще. Иногда случается и такое, когда носиком ткнул инструментом немножко глубже, чем это было позволено. Но бояться не стоит, главное знать, как правильно обработать. Беру спиртовую салфетку и тщательно протираю место пореза. Так я убираю пыль, остатки кожи, чтобы ранка была чистая. Также можете воспользоваться перекисью водорода или хлоргексидином. После обработки беру микробраш и кровоостанавливающее средство. У меня капрамин. Чистым, еще не использованным микробрашем набираю средство. Щеточку прикладываю к месту пореза. Главное, сохраняйте спокойствие. Никакой паники и трясущихся рук. Обработали, запечатали и полезли работать дальше. Вот, смотрите, что остается, когда пузырь лопает и остается кожа по контуру. Такое колечко на память, колечко. Верхушку срезали, а сухая кожа еще есть, поэтому ее мы дочищаем. Никаких
помпочек, пимпочек и кнопочек оставаться не должно. Дальше, чтобы никакой бахромы кожи не оставалось, все необходимо сгладить. Беру колпачок для педикюра. Абразивность этого колпачка 180 грит. Колпачки одноразовые, даже если вы там 1 сантиметр кожи прошлифуете. После клиента его необходимо выкинуть, ничего не храним. Сглаживаем и зашлифовываем все место обработки. Скорость аппарата 20-25 тысяч. Включите аппарат с меньшей скоростью, он будет притормаживать, кожа будет перетираться, нагреваться и никакого эффекта не будет. Не бойтесь включать скорость. Если вы видите, что кожа не убирается, не спиливается, она задубела, и ее надо заново размягчить, не стоит брать и окунать снова в воду или использовать кератолитики, потому что в этом случае кератолитики использовать нельзя. Возьмите хлоргексидин, продается он в аптеке и стоит совсем копейки. Капните средство на обрабатываемый участок, и кожа в этом месте размягчится буквально за секунду. Кстати, хлоргексидин также хорошо капать на кутикулу, как при аппарате, так и при комбинированном маникюре. После этого кожа заглаживается идеально, вся бахрома просто отлетает и становится супер гладкой и классной. Это, заметьте, не реклама какого-то супер дорогого нового средства, это то, что вы можете пойти купить в аптеке, потому что я делюсь опытом. Чуть бесплатно. Спасибо мне, какая хорошая. Короче, попробуйте капнуть хлоргексидин. Также обрабатываю и пяточку. Чвяк, чвяк, шлеп, шлеп. И погнали спиливать. Вот теперь кашка-какашка убирается. Видите, прям кашей. Кожа ненужная елозится по пятке. И чтобы на свидание моя клиентка пошла с гладкими пяточками. Я, конечно, не знаю, зачем ей стопы надо будет на свидание. Ладно. Короче, для мягкой гладкости, шелковистости стоп и пяток беру насадку помягче и прохожусь полировщиком для кожи. А вообще, если вы себе делаете ноги дома и у вас нет аппарата, а спилить хочется и тоже хочется пойти там на свиданку на какую, то возьмите и купите обычную пилочку для ногтей. Абразивность подойдет 100 на 180 грит. Главная особенность – это пилить по узору кожи, не поперек. И вот грубые мозоли можно спилить абразивностью 100 грит, то есть жесткой стороной пилочки, а заполировать кожу и сгладить уже можно мягкой стороной пилочки с абразивностью 180 грит. Короче, девочки, кто пойдет там на свидание, так напишите хоть. Помогло, чи не? После выполнения всех манипуляций обязательно место необходимо очистить. Очищаем обычной водой, лишний раз не пересушиваем. Несмотря на то, что очаги мокнут, сама кожа сухая, поэтому ее необходимо регулярно увлажнять. Использовать лишь аптечные лечебные средства. Не какой-то детский крем из АТБ. Необходимо использовать кортикостероиды. У меня клиентка взяла тот, который назначил ей доктор. Просто так намазюкать мазью и одеть носок я не могу, поэтому использую специальную водонепроницаемую пленочную повязку, которая изготовлена из дышащей полиуретановой пленки с нанесением гипоаллергенного клея. Называется Гидрофилм Roll от Hartmann. Легко отделяется от бумажной основы, далее крепится на кожу и снимается вторая защитная пленка. И на коже остается тонкая-тонкая, совсем неощутимая пленочка. За счет нее наша обработанная поверхность защищена от попадания всякой нечисти. Далее всю эту красоту необходимо зафиксировать. Для этого использую кинезиотейп. Спортивный тейп не подойдет, он не эластичный. Для того, чтобы края кинезиотейпа не растрепались, необходимо их сгладить, что я и делаю. Разрываю край бумажной основы. Сейчас хорошо видно, насколько эластичный тейп. Приклеиваю один край, далее снимаю бумажную защитную пленку и совсем с небольшим натяжением приклеиваю вторую часть. Главное, следите за тем, чтобы не было залома в ткани. Будет залом ткани, клиент тут же натрет мозоль. И вот такая вот повязочка получилась. Все закрыто, все зачищено, нигде ничего не давит, не болит, не трет. Такую повязку клиент несет только до дома. Дома все снимает.
потому что зачастую кинезиотейп имеет клеевую основу не гипоаллергенную, поэтому клиента с такой проблемой, как дисгидроз, лишний раз аллергии лучше не подвергать. Пришла домой, сняла и продолжает выполнять все рекомендации доктора, мастера, ванночки, шманночки, короче. А робоша хоче. Опа, шлеп, точка. Надеюсь, видео было полезным, понравилось. Подписывайтесь, комментируйте. Не переключайтесь, дальше больше. Пока-пока. Как дополнительное уходовое средство, которое вы можете делать дома, могу посоветовать ванночки из отвара ромашки, шалфея, дубовой коры, чистотела. Такие ванночки эффективно снимут зуд и покраснение, а также окажут антибактериальное воздействие. При дисгидрозе такие ванночки желательно делать по 15-20 минут перед сном ежедневно.